Всем доброго дня. Прошу прощения за небольшие накладки, технические в том числе. Несколько подтормаживает почему-то опять YouTube, и это, конечно, смущает, как обычно, потому что вот у меня качество передачи хорошее, но в реале мне кажется, что что-то подвисает. Братцы, пожалуйста, если что-то будут какие-то проблемы со звуком опять, как это бывает, или с видео, пожалуйста, сообщайте, что буду пытаться предпринимать. И сегодняшняя наша тема такая достаточно востребованная, наверное. Главный вопрос: можно ли скомпилировать, создать из разных боевых направлений что-то стоящее, какое-то еще боевое направление, которое было бы, ну, если не лучше, то хотя бы не хуже, чем то, из чего его создают. Понятно, что под боевыми направлениями, под боевыми искусствами подразумевают часто совершенно не боевые искусства, подразумевают спортивные единоборства. И в данном случае любые компиляции вполне возможны, просто потому что спорт есть спорт, там примерно одинаковые правила во всех единоборствах, примерно одинаковые. И в этом смысле, что с чем не смешиваю, получите всегда одно и то же, то есть то, что уже есть. И в этом смысле как бы компиляции такие, условные компиляции каких-то единоборческих направлений, полагаю, не хуже и не лучше действительно своих предшественников. Ну, как правило, вообще-то говоря, хуже. Вот. Ну, наверное, не намного, учитывая все те же рамки, те же ограничения, которые имеют спорт и постспорт. Но когда мы говорим о боевых искусствах, вот этот вот вопрос, можно ли что-то стоящее создать из разных боевых направлений, и такая компиляция будет ли иметь право на существование, и будет ли она действительно по-настоящему удачной, удобной. Конечно, в большинстве случаев бойцы на это ответили бы нет, невозможно. И да, действительно это так. В большинстве случаев такие компиляции обречены, так же как какие-нибудь искусственные, ну, я не знаю, там виды животных, которые вот пытаются, когда люди что-то такое делают, там, или какие-то эксперименты с растениями проходят, или как-то, я не знаю, пытаются скрестить, я не знаю, скажем, там, рыбу и птицу, да. Ну, чаще всего, все-таки, согласитесь, такие эксперименты являются вернее, результаты этих экспериментов являются нежизнеспособными, и каков бы ни был человеческий гений, стоящего из этого он ничего не создаст. Единственное, что у него есть в арсенале, практически то же самое, о чем было сказано в начале этого стрима, это какие-то единоборческие моменты. Да? Мы говорили о том, что единоборства друг на друга похожи, из них что не создать, все равно получится одно и то же. И в этом смысле вот скрещивание, там, я не знаю, собак с собаками, ну, вроде как можно получить новые породы собак, но это все равно будет собака. И, скажем, кошку со слоном скрестить, наверное, практически невозможно, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Да и представляется довольно смешной такая компиляция. И в этом смысле боевые искусства как раз представляют собой что-то совершенно завершенное, что-то такое, что смешивать, перемешивать там и так далее означает все-таки скорее утрачивать какие-то опции, чем приобретать что-то достойное. Это, знаете, ну, если вы возьмете, не знаю, хороший пулемет и попытаетесь его как-то скрестить, ну, я не знаю, с чем, с гранатой, да, вот представьте себе, вот некий пулемет вы будете бросать в сторону врага. Ну, довольно смешная, в общем-то, идея. Здесь вот то же самое, все хорошо на своем месте и в свое время. И каждое боевое искусство именно тем и ценно, что решает свои задачи именно по-своему, уникальным образом. И тем не менее, действительно, в истории боевых искусств было, ну, по крайней мере, какое-то небольшое относительно количество боевых направлений, которые являются результатом, причем удачным результатом вот таких компиляций. Это уже отдельная тема, каким образом вообще образуются подобные боевые искусства, как не случайным образом можно получить какое-то новое боевое направление на базе уже имеющихся. Мы об этом с вами говорили, повторять сейчас не буду, может быть позже. Секундочку. Богдан Бортник пишет: Станислав, здравствуйте, рад видеть тебя. Привет, Богдан. Вася Васин пишет: Минасан Кунбанва.
Станислав сам. И вам доброго вечера. Сергей Филкс пишет: здравствуйте, всех с праздником. И вас тоже с праздником. Действительно, я забыл всех поздравить с этим замечательным праздником и таким довольно семейным. Но это, правда, касается тех, кто этот праздник отмечает, независимо от вашей религиозной принадлежности, да, хотя бы в качестве светского какого-то праздника. А те, кто не отмечает, ну, поздравляю вас с выходным днем хотя бы. Окей. Так вот, мы сегодня говорим о боевом направлении, которое очень широко известно за пределами Китая. Это было одно из направлений, которые первыми ворвались на западный рынок боевых направлений и сразу завоевали себе достаточно приличный сектор. И сейчас чолифут, или на мандаринском, на официальном китайском языке цайлифо, это боевое направление присутствует во многих городах Соединенных Штатов Америки, в Европе многочисленно представлено, и в некоторых восточных странах тоже как бы мы можем видеть цайлифо. Ну, кстати, да, и, конечно, на постсоветском пространстве он тоже присутствует. Залы такие, связанные с этим боевым направлением, открывались еще, наверное, если мне не изменяет память, еще где-то там в районе конца 70-х, 80-х даже годов уже, по крайней мере в Москве, я знаю, были такие залы подпольные, потому что были запрещены тогда боевые искусства. Так вот, были подпольные залы, где цайлифо или чолифут преподавался. Худо, бедно, плохо, хорошо, но тем не менее он присутствовал уже. Таким образом, мы сегодня говорим о действительно таком своеобразном достаточно явлении в мире боевых искусств. И, как и многое в боевом искусстве, здесь присутствует и какой-то элемент случайности, и какой-то элемент явной какой-то логики и последовательности. Вот сейчас мы будем об этом с вами говорить. Леонид пишет: всем привет, и вам тоже доброго вечера. Итак, давайте я сразу поставлю какие-то фрагменты, которые я приготовил для вас. Значит, речь идет, видите, вот о Красной области, которую мы сейчас наблюдаем. Это Кантон или Гуандон, как угодно можно, значит, есть разные транскрипции, которые называют эту область каким-то образом. Это юго-восток Китая, самый буквально юго-восток. И здесь это тоже был такой своеобразный плавильный котел, в котором постепенно формировалось такое, как это сказать, такой плацдарм для боевых искусств. Дело в том, что с постепенным завоеванием Китая ханьцами, а Хань это северо-восток Китая в основном, там буквально чуть ниже, чуть южнее внутренней Монголии, так называемой Монголии, которая сейчас принадлежит Китаю, да? Это вот было ханьское такое, ну, относительно небольшое государство, которое постепенно распространялось на запад и на юг, кстати, вытесняя множество местных народов, то вытесняя, то смешиваясь с ними и так далее. И нынешние китайцы – это довольно разнородная масса. Это люди, которые отличают друг друга очень сильно, значит, и свою народность, свой клан, они как бы берегут, они вот четко совершенно знают, к какому конкретно клану они принадлежат, при том, что официально в Китае существует всего 100 фамилий, тем не менее, значит, все они такие клановые, и все они принадлежат определенным, в том числе и таким народным меньшинствам. Так вот, Хань, распространяясь на юг и на запад, постепенно вытеснял, кстати говоря, вьетов вытеснили, то есть Вьетнам, тот, который вот мы сейчас имеем, да, на самом деле первоначально, значит, он был достаточно обширной территорией, которая сейчас в том числе соотносится у нас уже с Китаем. Итак, значит, тем не менее, именно здесь, в Кантоне, формировалось очень много боевых искусств, и в соседнем с ним Фудзяне в том числе, да, и так далее. И кроме того, есть такие волшебные достаточно истории, связанные с Южным Шаолинем. На всякий случай, кстати, да, значит, по поводу Шаолиня, вот те боевые искусства, о которых мы сегодня будем говорить, а мы будем говорить сегодня о 4 разных боевых направлениях. Мы стартуем с вами с чолифут.
стали ФО. Но на самом деле поговорим о тех направлениях, которые вошли в это боевое искусство. Так вот, эти боевые направления, ну, условно, не исторически, не подтвержденно связывают с южным шаолинем. Но здесь важно помнить о том, что вообще-то южных шаолиней было два. И до сих пор непонятно и доподлинно неизвестно, в этих южных шаолинях практиковались ли боевые искусства, так как это было, например, в их северном собрате. Да, действительно, я уже говорил, что да, действительно, значит, в этих южных шаолинях периодически, значит, отмечены какие-то бойцы, которые там оседали, которые там практиковали боевые искусства. Но была ли эта практика такой массовой, как на севере, до сих пор остается вопросом. И в этом смысле мы не можем точно сказать, насколько правы те, кто связывает развитие боевых искусств в Кантоне, например, с южными шаолинями, двумя разными. Так, секундочку. Леонид пишет: наконец-то попал на стрим. Супер, я очень рад. Вася Васин пишет: Чолифут, интересная тема, учитывая, что Брюс Ли говорил, что это единственный стиль, способный на ринге противостоять муай-тай. Не, ну слушай, давайте не будем сейчас, так сказать, ворошить то, что когда-то сказали различные люди. У нас ходит немало смешных достаточно анекдотов и баек, например, о Чаке Норрисе, не меньше о Брюсе Ли. И это были обычные люди, которые в том числе могли вполне ошибаться. И по поводу того, что вот единственное боевое направление, которое может противостоять муай-тай, но это довольно странно, потому что муай-тай вообще-то, значит, противостоять может практически любое боевое направление. Ну давайте не будем, я не буду рассуждать на эту тему сейчас, чтобы нам не уклоняться, хорошо. Значит, сейчас вот мы с вами наблюдаем кадры, связанные с Цай Ли Фо. Правда, первый маленький такой отрывочек там был связан с Цайдя или Чойга, как это называют на кантонском, условно так, примерно, на ломаном кантонском, да. Вот. А остальные кадры, да, в основном относятся к Цай Ли Фо. И, кстати, мне очень интересно, насколько вы были заинтересованы, насколько вы были внимательны, значит, вообще в темах последних наших стримов, когда мы говорили о разных боевых направлениях, вы уже себе примерно представляете, какое боевое направление чем характеризуется. Я понимаю, что для того, чтобы в этом ориентироваться как следует, нужно самостоятельно заниматься этим боевым направлением, тогда вы многое можете о нем сказать. Но тем не менее, я вам предлагаю, вот посмотрев эти кадры, сказать, что вы видите в техническом смысле такого, что уже видели на предыдущих стримах, когда мы обсуждали разные боевые направления. Если вы это сделаете, если кто-то это сделает, я буду очень благодарен, потому что это будет означать, что, наверное, что-то мне удалось сообщить такого, что вы помните, что вы знаете и что вы хотите знать. Окей, и пока я жду ответа на этот вопрос, значит, давайте-ка я попробую сейчас. Ну, давайте вот сейчас я возьму следующий отрывочек. Это отрывок, связанный с Тяджа Чуань или Чойга Кюэн, если на кантонском, да. И давайте посмотрим, что вот здесь вот, какие характерные черты вы здесь найдете, связанные с тем, что мы уже с вами отсматривали, если можно. Я об этом сейчас говорить не буду, но на какие-то отдельные аспекты обращу ваше внимание. Вот в частности сейчас работа кулаками. Ничего не напоминает такая работа? Вот сразу задаю вопросы. Может быть, у кого-то возникают какие-то ассоциации? Так, пока нет ответов, окей, ждем. Еще раз обращаем внимание на такую работу кулаками, которую мы сейчас видели, да, на такие положения рук. Мне кажется, очень прям характерные такие. Так, вот это вот. Обратили внимание тоже, да, ничего не напоминает. Вот пока я задаю вопросы, я потом обязательно выскажу свое мнение по всем этим поводам. Я скажу, что с чем соотносится, откуда ноги растут, как говорится, и так далее. Но, тем не менее, вот сейчас попрошу вас все-таки проявить какую-то
инициативу, пожалуйста, напишите, что вам это напоминает из того, что мы уже просматривали. Мы с вами просмотрели немало разных боевых направлений, познакомились с ними хотя бы поверхностно. И я очень надеюсь на то, что вы значит, что-то найдете из того, что уже видели. На всякий случай, кстати, должен вам сказать, что вообще Цай-Ли-Фо сформировался окончательно в 19 веке, вернее, не окончательно, а искусственно, да, искусственно был сформирован в 19 веке Чэнь Хэном, значит, бойцом, который последовательно занимался тремя разными направлениями, а именно Чойга или Цай-Тя, значит, Ли-Тя и Фо-Тя. Причем в обратном направлении. Несмотря на то, что вот название у нас Цай-Ли-Фо или Чо-Ли-Фут, на самом деле там в обратном направлении он занимался сначала Футга, потом Лига, а потом уже только Чойка. И давайте вот еще сейчас наблюдаем вот эти вот моменты. Снова хочу спросить, не напоминает ли вам это что-то? Потому что с этим, с различными такими вот элементами, которые мы сейчас видим, мы уже с вами знакомились, вы должны их хорошо знать, мне кажется. И мне очень интересно ваше мнение на этот счет. И, кстати, еще по ходу хотел бы спросить, не подвисает сейчас изображение, звук там и так далее, да? Потому что в прошлый раз, значит, на прошлом стриме у нас получились какие-то накладки, и звуковые, кстати, и связанные с видео, которые мы с вами смотрели. Так, секундочку. Угу. Обращаем внимание, да, вот на такого рода техники. Опять хочу спросить, не напоминает ли вам это что-то? Давайте я пока просто немножечко поговорю по поводу истории. Не буду вас сильно грузить историей, я уже заметил, что нас больше интересует всех, как практиков боевых искусств, как прикладников, больше интересует именно прикладной аспект, чем какой-то исторический аспект. Поэтому буквально кратенький экскурс в историю Чо-Ли-Фут. Значит, ну, помимо того, что, значит, как я уже сказал, это один из самых популярных на Западе китайских боевых стилей, да, наряду с Винь Чунь, например, да, он также популярен, или с Хунтя, или Хунга, как у нас говорят. Кроме этого, наверное, еще имеет смысл сказать о том, что ну, давайте так вот. Человек, о котором мы говорим, Чэнь Хэн, значит, это человек, который начинал, как я уже говорил, свой путь с Фотя. Фотя это было направление такое герметичное достаточно. И его до сих пор, вот помните, мы с вами говорили, что существует нейдя, это и вайдя, да, такие внутренние стили, так называемые, и внешние стили, да, прикладные. То есть вот есть чисто оздоровительные, как бы, да, а есть вот прикладные такие. Что интересно, что Фотя или Футка – это боевое направление, которое тоже относится к внутренней семье на сегодняшний день. Да? То есть вот это вот внутренние стили, внутренние боевые направления, они не исчерпываются только значит, Пагуа, Тхайти и Сины. Да? На самом деле мы уже с вами говорили о том, что и Пайхэ уже на сегодняшний день относится к внутренним направлениям. И вот обратите внимание на то, что, значит, Фотя, который мы позже будем рассматривать, сейчас мы смотрим Цайтя Чуань. Значит, вот Фотя, когда вы увидите несколько позже, вы обратите внимание на то, что вообще-то как-то и не похоже даже на вот эти вот плавные композиционные различные действия. Да? Вот. Это достаточно боевое направление. И
Чэнь Хэн, значит, достаточно, ну, какое-то продолжительное время занимался этим боевым направлением, потом он поменял ряд работ, как это бывает у бойцов, которые, так сказать, больше увлечены боевыми искусствами, чем добыванием каких-то средств пропитания. Из-за таких вот перемен в работах он перемещался, соответственно, значит, внутри кантона и постепенно нашел еще одного учителя, который практиковал лидя или лауга, как вот говорят, или лига. И отзанимавшись у него достаточно продолжительное время, им же был направлен к еще одному мастеру, который как раз практиковал цайтя, который вот мы сейчас наблюдали с вами. Да? Сейчас мы уже скоро переключимся на литя. И опять я хочу поинтересоваться, не будет ли здесь что-то такое, что вам уже знакомо с технической точки зрения. Значит, это боевое направление. Да, кстати, вот по поводу фотя, который еще нам предстоит посмотреть, там достаточно много работы ногами, в том числе высокой работы ногами, да, что, как вот считают, не свойственно южным боевым направлениям. Как я уже говорил, это большая ошибка, вот делить на юг и север именно таким образом, что типа на севере работают ногами, на юге руками. Это смешное достаточно определение и совершенно неверное. Так вот, фотя, который мы увидим, там много достаточно работы ногами будет. А вот сейчас мы наблюдаем лидя, который, несмотря на то, что мы сейчас видим здесь бойцов в достаточно высоких боевых положениях, да, вообще лидя характеризуется очень такими низкими шагами, ну, в том числе вот мы сейчас видели шаг на одном колене, да, низкой такой достаточно работой и много действий руками. В том числе мы здесь наблюдаем. И, кстати, кроме того, вращение руками, которые нам уже хорошо известны, я все жду от вас ответа, где вы видели какие-то вращательные действия, напоминающие то, что вот в частности мы наблюдаем и сейчас. И давайте, сейчас, секундочку, и давайте мы сейчас переключимся на следующее видео. Здесь мы с вами как раз видим, значит, фотя, то, с чего начинал Чэнь Хэн свой путь в боевых искусствах. Вот именно это боевое направление тоже многие относят к внутренним школам. При этом обратите внимание, да, в отличие от нынешних современных сины, паго и тайди, здесь достаточно динамичная работа, достаточно мощная, да, но тем не менее она построена на правильном дыхании, на диафрагме, на укоренении и на раскованности одновременно. Вот это вот такие важные аспекты, которые связаны с этим боевым направлением. И сейчас, конечно, в Цайлифо мы видим все, что мы сейчас наблюдали, и, кстати, то, что мы не наблюдали, потому что вот эти вот фрагменты, которые я для вас подготовил, это то немногое, что я мог бы продемонстрировать на этом стриме. Слишком сейчас YouTube борется за правообладателей, за права различных видео, и, к сожалению, я вам немногое могу показать из того, что есть в сети, но вы при желании сами это сможете найти в YouTube. Естественно, рекомендую обращаться не к русскоязычному YouTube, а в том числе к англоязычному, там, например, ну и если есть возможность, там, к китайоязычному, где вы найдете немало материалов на эти темы. Значит, ну еще, кстати, среди прочего, вот это боевое направление чойка, вернее футка, который мы сейчас рассмотрим, фодя. Вообще я привык к мандаринскому диалекту, как так называемому, да, мне проще на нем. Фотя — это, значит, здесь в этом боевом направлении немало существует атакующих и защитных действий предплечьями, запястьем, значит, тоже вращательная, в том числе работа руками. Кстати, вот обращайте внимание на вот эти вот такие условные достаточно хиките, да? Ну вот каратекам это должно быть знакомо, тем, кто практикует тэквондо, тоже это должно быть знакомо, да? Когда у нас вот одна рука несколько уходит назад. Обращайте внимание, да? Такое вот явное хиките там периодически возникает.
Это как раз то, что в итоге у нас попадает на Окинаву. Да? Немало есть боевых направлений на юго-востоке Китая, которые вот это вот в технике которых вот это вот хиките присутствует, но в отличие от окинавских направлений и дальнейших японских направлений, это хиките является не только способом зарядить руку для очередного там удара или защиты, оно выполняет еще целый ряд функций. Кстати, тоже хотелось бы узнать от вас ваши версии на этот счет. И все-таки еще раз хочу спросить, вот то, что вы сейчас наблюдаете, ничего вам не напоминает опять? Из того, что мы уже хорошо знаем, из того, что мы уже хорошо видели с вами, что уже обсуждали. Так. Я продолжаю ждать ваших ответов. Мне бы очень хотелось это услышать. Секундочку, да. Окей. Сейчас вот довольно медленная у нас работа, да, вот мы сейчас наблюдаем такую неспешную, перед этим достаточно интенсивная у нас была работа, нам была продемонстрирована. Мы видим здесь также, как и во многих других боевых направлениях китайских, массу различных ударных поверхностей, например, используемых, да, обратная сторона кулака, дно кулака, ладонь, пальцы в разных модификациях, торец кулака и так далее, и так далее. Это помимо того, что используется еще в типичных атаках и защитах, связанных с ногами, да. И обращаем внимание, кстати, среди прочего, и на то, что Чолифут или Цайлифо, о котором мы сегодня говорим, не так уж тяготеет к короткой дистанции. Опять вот это мнение такое заблуждающее многих, неверное мнение о том, что на севере работают на большой дистанции, на юге на короткой дистанции. Вот как видите, это не совсем верно. На примере Цайлифо мы видим, что это вообще не так. Здесь много работают на большой дистанции, вытаскивают далеко достаточно плечо, да, как мы видим. Атаки выполняют достаточно длинные, да еще на продвижении вперед нередко, на шаге дополнительном и прочее. Таким образом сокращая еще и еще, значит, дистанцию. И вот, кстати, сейчас будет очень медленная работа, такая практически подготовительная. Опять мне хотелось бы у вас спросить, ничего она вам не напоминает ли? Так. Ну, а возвращаясь, собственно, к создателю Цайлифо, к Чэнь Хэну, значит, поскольку, ну, то есть вы понимаете, да, он со временем стал практически патриархом трех школ, трех боевых направлений. Каждый из его учителей практически объявил его своим преемником. Настолько он был упорен в боевых искусствах, настолько ему это было важнее, чем все остальное в его жизни. Вот. И когда вот он стал преемником уже последней школы, которую он осваивал, это школа Чой или школа Цай, да, значит, он действительно потрудился над компиляцией этих боевых направлений, и было создано такое направление, которое буквально называется Цай Ли и Фо, да, Цай Ли Фо Чуэн. И на сегодняшний день обучение этому боевому направлению, ну так, поверхностное обучение, оно довольно несложное, но относительно несложное, давайте так скажем, да. А когда мы говорим о более углубленном, то вот просто обратите внимание, например, в Цайлифо существует 49 тау, 49 форм. Ребят, 49. Даже не десяток и не два, 49, 5 десятков. Да? Это вот во-первых. Во-вторых, обучение в Цайлифо разделено на 3 этапа. И, соответственно, тау делится там на 3 группы основные, да? То есть, понимаете, каждый этап обучения, он достаточно сложный, требует не только там, естественно, знания Тао, но и умение применять все, что в этих Тао содержится. А в Тао мы знаем всегда, и в ката содержится там, может быть, 10-я, 20-я часть того, что вы реально, значит, осваиваете, да. Таким образом, в общем-то, это боевое направление не так просто, в том числе вот для освоения, да? Не такое простое направление, не такое поверхностное.
как могло бы показаться. Хотя вот мы сейчас, когда смотрели эти отрывки, в принципе, наблюдали, казалось бы, не такую уж сложную работу, да, и отчасти нам известную опять. Но мы об этом еще будем с вами говорить несколько позже. Вообще, это боевое направление часто сравнивают, ну, давайте я уже некоторые, так сказать, буду снимать эту завесу тайны. Цайлифо нередко называют боевым искусством леопарда и змеи. Несмотря на то, у нас были боевые направления, связанные с Шэчуань, в смысле были видео, связанные с Шэчуань на канале, у нас были видео, связанные с Паочуань, с кулаком леопарда. Это было не на стримах, правда. На стримах мы рассматривали с вами другие боевые направления. Я стараюсь придерживаться некой логики для того, чтобы вы действительно узнавали, каким образом, какое боевое направление на какое влияло и во что перетекало в итоге. Сейчас, одну секундочку. Так вот, мне все же очень интересно, что вы могли бы сказать по поводу увиденного. Значит, об истории мы с вами несколько уже там поговорили слегка, примерно представили себе, что вообще Цайлифо это боевое направление не такое древнее само по себе. 19 век, ну смотрите, ну это сколько там, ну около 200 лет, наверное, да, оно всего лишь существует. Не, я понимаю, что для спорта это огромный промежуток времени, для боевых искусств это очень мало, это, считайте, еще ребенок в боевых искусствах. Несмотря на то, что его составляющие Фодя, Лидя и Цайтя, вот эти вот боевые направления, значит, имеют, конечно, более глубокую историю, уходят там корнями в века. И, кстати, да, вот это вот слово «тя» или «ка», если мы говорим уже на кантонском, означает вообще семья. Вот когда мы говорим о семье боевых направлений, там нейдя, о внутренней семье боевых направлений, мы не имеем в виду, что там семейные узы какие-то, мы просто так говорим, что вот внутренняя группа, что ли, боевых направлений есть, да. И есть внешние, есть боевые направления, которые мы можем объединить под названием вайтя. Но когда мы говорим о конкретном боевом искусстве, ну, например, хунгар. Вот мы называем хунгар, это неправильно, на кантонском хунка, а на мандаринском хунтя. Так вот, считается, что это кулак семьи хон. Вот это вот тя вообще семья, да, означает. И когда вот мы сейчас говорим с вами там Фодя, Лидия, Цайтя, то в данном случае речь идет не о клане. Ну, когда мы говорим о Фодя, например, это речь идет не о клане, не о какой-то семье конкретной, а речь идет о закрытости этой школы, о некоторой, ну, условной достаточно клановости, потому что под этим названием скрывается не отдельная семья каких-то вот людей с фамилией там Цай, например, да, а скрываются просто люди, которые объединены там определенной идеей. Кстати, по поводу Цайдя и Лидия, вообще на самом деле первоначально так и было. Это были семейные боевые направления. А что касается Фодя, то вообще Фо вот это означает Будда. И первоначально Фудка или Фотя практиковали именно буддийские монахи. Вот, кстати, еще раз я напомню, что это не обязательно связано с Южным Шаолинем. Об этом нет точного представления. Но, тем не менее, да, действительно, это был такой чисто буддийский стиль, чисто буддийское боевое направление. На всякий случай, кстати, должен напомнить, что направление достаточно прикладное, мощное и очень жесткое. И это, на секундочку, не мешает быть буддистом, да? Кому это интересно. Вообще, чань-буддизм – это очень своеобразное такое направление философско-религиозной мысли, и в нем довольно много парадоксов, казалось бы, на западное восприятие достаточно много различных парадоксов. И возвращаемся все-таки к теме. Значит, я от вас не увидел, не услышал ничего из того, что хотел бы по поводу тех технических особенностей, которые мы сейчас наблюдали. Поэтому давайте я сам буду отвечать на поставленные мной вопросы. Значит, давайте мы сейчас посмотрим Цайлифо сначала. Вот вначале мы видим снова Чойка или Цай.
Значит, это, вот обратите внимание сейчас на некоторые технические особенности, которые мы здесь видим. Значит, во-первых, мы видим низкие достаточно шаги. Они могут быть еще ниже. Там практически колено даже вот задней ноги касается пола, да. Мы уже знакомы с вами с такими шагами, которые только человеку с неукрепленными ногами, с такими вялыми сухожилиями могут представляться сложными. Вообще в низких шагах работать очень легко, вы становитесь очень мобильными, в отличие от ситуации, когда вы в высоком таком шаге находитесь и болтаетесь просто как тростник на ветру. Но, тем не менее, ладно, этих подробностей не будем касаться. А вот ударные техники, которые мы сейчас наблюдали, вот посмотрите на них. Ничего не напоминает вам эти действия? А также вторая рука, которая сопровождает эти действия, которая не является атакующей, а просто сопровождает. Давайте я сейчас еще разочек вернусь назад, если не возражаете. И давайте еще раз оценим эти технические особенности. Посмотрите. Видим, как наносится, да, атакующие действия. Никому не напоминает это Винь Чунь. Дело в том, что Винь Чунь это вот примерно та же область, те же места распространения. Это у нас Фудянь, это у нас там, ну, короче говоря, вот эти вот соседние достаточно провинции такие, да. И я еще раз напомню, когда формировался Винь Чунь, значит, он ложился на уже имеющиеся базовые боевые направления, которые практиковались в этих местах. Поэтому у многих юго-восточных боевых искусств китайских мы видим примерно одни и те же техники. Они могут быть немножечко по-разному реализованы. Это не значит, что что-то хуже, что-то лучше. Это просто реализация, которая связана с особенностями того или иного боевого направления, с удобством и эффективностью выполнения этих действий в конкретном боевом направлении. Да? Теперь обратите внимание на сопровождающую руку. Да? Видели несколько раз, вот, например, такое положение. Не напоминает вам так называемый шэйчуань? Я еще раз напомню, что шэйчуань это не боевое направление отдельное. Так назывались отдельные техники, отдельные элементы технические, да, которые напоминают действия змеи. То есть вообще кулака змеи в принципе не существовало. Это новоделы, то, что сейчас вот в интернете там много достаточно кулака змеи, всякого волшебного. Но это действительно волшебство, это новодел, такого боевого направления не существовало. Но вот как раз чойка или цайтя это боевое направление, которое в том числе использует такое положение ладони, такие атаки и такие защитные действия, которые характерны для таких технических действий, о которых мы сейчас вот говорим, для шэйчуань. Парнат пишет, да, на Винь Чунь похоже. Совершенно верно, очень рад, что вы тоже это отмечаете. Окей. Еще целый ряд действий, которые, на мой взгляд, тоже очень напоминают и Винь Чунь. И шаг вот такой, не напоминает ли вам Пай Хэчуань? Да, мне вот очень напоминает. То есть Винь Чунь и Пайха, мы знаем, это близнецы-братья, ну не такие уже близнецы, конечно, двоюродные братья, так скажем. И в том числе мы видим в Цай Ли Фу отражение все тех же техник. Такого же шага, таких же атакующих действий, защитных действий нередко, да, и так далее. Но при этом мы видим реализацию совершенно другую, да, обращаем на это внимание. Совершенно другую, то есть винчунисты вот так конкретно не работают. Вот, кстати, сейчас обращаем внимание на достаточно размашистые действия в Чоли Фуд, да. Еще, пожалуйста, скажите, вот все-таки кто-нибудь скажет, на что это тоже похоже. Я сейчас приостановлю это. Одну секундочку и заодно прочту. Барнат пишет, стиль змеи, наверное, фантазии кино. Да, совершенно верно. И, судя по всему, эта фантазия берет свое начало от древних каких-то бородатых фильмов Джеки Чана. Он нередко сам говорил о том, что он там нафантазировал этих боевых направлений. Либо нет, либо они реализуются совершенно по-другому, но это не имеет значения. Да, скорее всего, Шэйчуань начинает свое победоносное и мифическое шествие как раз с кинематографа. Так вот, вот эти вот вращающиеся действия, которые вот мы сейчас видели, атакующие защитного характера, и которые мы сейчас еще посмотрим, не напоминают ли вам Фаньцзы Чуань?
это те, кто смотрел у нас на канале видео, связанные с Фанзи. А атакующие действия сверху, такие рубящие действия, не напоминают ли вам и Фанзи Чуань, и Пхигуа Чуань, с которыми мы точно знакомились с вами. И вот значит, такому боевому направлению, как Пхигуа Чуань, у нас был посвящен отдельный стрим, где мы рассматривали вот эти вот техники различные, да. Я надеюсь, что вы видите много общего, хотя опять реализация несколько здесь уже другая, да. Что говорит о специфических особенностях Цайлифо, о другой несколько реализации тех же самых техник. Да, вот мы сейчас видим, в том числе, видите, да, повреждение руки противника, да, это то, что мы называем с вами активной обороной. Есть пассивная оборона, когда вы просто защищаетесь, а есть активная, когда вы еще выводите из строя руки и ноги противника, там бьющие, не бьющие, защищающие, там и так далее, да. Вот в том числе в Цайлифо мы это можем наблюдать. Вот сейчас мы прям четко увидели целый ряд технических действий, которые характерны для Фанзи Чуань. Очень много круговых действий в горизонтали, в диагонали, в вертикали и так далее. Вот сейчас тоже наблюдаем. Совершенно другую реализацию мы, конечно, видим в Пхигуа, когда у нас корпус заваливается. Но вот подобная реализация очень характерна для Фанзи Чуань, что лишний раз подтверждает, что Фанзи, значит, действительно распространился далеко на юг и повлиял на множество боевых направлений здесь уже на юге, смешиваясь с местными боевыми направлениями. Вот это, кстати, вот такая вот работа ничего тоже не напоминает. Не напоминает, значит, и где-то Винчунь, да, мы видим, все-таки напоминает, да, наверное, Чисау, там, условный достаточно, да. И работу, ну, например, современных киокушиновцев, не совсем такую, конечно. Но вот эта вот работа фронт во фронт, например, да, тоже сильно напоминает это. И вообще вот некий кихон тоже, который иногда вот каратэки именно таким образом гоняет. Окей. Теперь вот снова мы видим большое количество и протыкающих, и вращающихся кулаков, да. Мы снова видим, как многое здесь связано с атакующими защитными действиями Фанзи Чуань и Пхигуа Чуань. Вот. Я очень надеялся на то, что вы это увидите. Здесь вот медленная такая съемка. На самом деле там, конечно, динамичнее гораздо идет, но вот я скачал именно такую медленную съемку. Надеюсь, что YouTube меня не забанит за это. Сейчас мы... Обратите внимание тоже, кому-то это напомнит Винчунь. Кривой. Вот все винчунисты скажут, что это кривой Винчунь. Не настоящий, да, такой. Но тем не менее, вот на Тансао было похоже, да, согласитесь, было похоже. Прямой кулак вперед, обратите внимание, прям вот винчуневский тоже, да, очень сильно напоминает, я надеюсь. И, кроме того, использование центральной оси. Нередко вот этот вот кулак идет прямо через центральную ось бойца, да. Очень тоже напоминает, все-таки согласитесь, и Пайха, и Винчунь. Окей. И вот то, о чем я говорил. Достаточно высокие атаки ногами, которые, ну, казалось бы, с точки зрения какой-то волшебной выдуманной теории, не должны быть характерны для южных боевых направлений. Тем не менее, мы это прекрасно видим на примере Цайлифо. Да? И вот сейчас хиките опять. Вот обращаем внимание, да, на вот это вот отдергивание кулака, на вот этот вот хиките. Опять очень прошу, очень интересуюсь, прям, ребят, кто-нибудь напишет вообще, зачем это хиките здесь делается. Я обязательно, если не забуду, в конце отвечу на свой же собственный вопрос, но хотелось бы от вас услышать, зачем это здесь нужно. И почему хиките эти бывают достаточно глубокими, уходящими там несколько за спину, а бывают такими, которые остаются вот на уровне груди только. Вот очень хотелось бы тоже это узнать от вас. И, кстати, вот такие действия руками, пальцами руки, не напоминают ли вам и Винчунь где-то в чем-то, да, и заодно Шэйчуань. Вот эти вот техники, которые объединены таким названием Шэйчуань. Так, теперь мы с вами смотрим, значит, Цайтя или Чойка. Да. И вот здесь вот тоже обратите внимание на хиките, которые иногда остаются вообще на уровне живота. То есть дальше кулак не уходит сюда, вот, да? Он остается только на уровне живота, скажем.
Обратите внимание, как через центральную линию, здесь вот тоже выполняются атаки, да, кулаком. Обратили внимание? Да, напоминает Винчунь. Понятно, что, еще раз, винчунисты скажут, что это кривой Винчунь, если бы это был Винчунь. Да? Ребят, еще раз, это не Винчунь, это, конечно, Цайтя, но, тем не менее, мы видим очень много общего технически. Да? Это вот как раз влияние именно южных боевых направлений, когда сюда северные попадают, они начинают ложиться на ту основу, которая уже имеется здесь. И действия, которые экспортированы с севера Китая, да, здесь на юге приобретают несколько уже другой характер, ничуть не хуже, чем в первоисточнике. Просто меняются как это сказать, в такой удобной, в такую эффективную манеру превращаются, которая соответствует тем целям и действиям, которые характерны конкретным боевым направлениям. Да? Ну, в первую очередь тем целям, которые ставятся здесь перед бойцами. Вот. Кстати, вот обращаем внимание, вот это вот, казалось бы, проталкивание, мы позже увидим, как оно выполняет и функцию атаки, и увидим, как это выполняет функцию броска, кому это интересно. Здесь вот обратить внимание на параллельную работу двумя руками одновременно тоже, да, и на то, как одновременно у бойца там, давайте я сейчас вернусь, если не возражаете, одну секундочку, как у бойца одновременно работали и предплечья, и кисти, да, вот мы видим сейчас еще раз вернусь назад, секундочку, вот на этот момент. Нет, еще чуть-чуть назад. Сейчас найдем. Вот. Обратите внимание, да, что кисти уже внутри обороны противника. Просто здесь не наносятся атаки. Вообще они довольно множественные и мощные здесь предполагаются. А предплечье у нас в это время, значит, координирует действия рук противника, да, не давая ему вас атаковать. Что вот несколько позже мы как раз наблюдаем. Это вот тоже характерная особенность многих южных боевых направлений и, как ни странно, в том числе северных. Вот такие вещи присутствуют и в Хучуань, в кулаке тигра, и в Лончуань, в кулаке дракона, и в Фаньцзе, ну и во многих-многих боевых направлениях, и в Хунтя, кстати говоря, тоже. Так, давайте мы сейчас еще раз это посмотрим, кратенько. Вот обратите внимание сейчас на низкие достаточно шаги. Да? Эта вот ситуация не так уж характерна, конечно, для Цайдя, но достаточно характерна для Литя. И тем не менее, вот здесь вот в Цайдя мы тоже видим нередко вот такие низкие шаги. И, кстати, их применение... Это вот, ребят, не добивание, это вот не работа с противником, который у нас находится почему-то ниже нас, да. Это в том числе защитные действия. Вот эти атаки, которые вы видели, они выполняют в том числе и функцию защиты, да, когда разбивают бьющие конечности, например, противника. И опять обратим внимание на Хиките. Опять я хотел бы, сейчас давайте вернемся, опять я хотел бы услышать от вас, почему то это хиките есть, то нет. И вот здесь вот мы обращаем внимание, да, видите, совершенно неглубокий хиките. Правая рука, вот левая рука у нас на атаке здесь сейчас, да, а правая рука бойца, обратите внимание, она где-то зависает на уровне живота. Сейчас бы, например, каратеки нам бы сказали, что это корявое карате, да. На самом деле, с точки зрения Цайтя, это карате корявое, вообще-то, да, а здесь все правильно, они бы сказали. Вот меня интересует, почему вот этот хиките, почему вот эта вот правая рука, которая отдергивается у нас назад, почему она не уходит далеко назад, как это, например, в штакане, скажем, мы видим, да? Почему оно вот здесь вот сейчас зафиксировано, а в другие моменты уходит достаточно далеко. Вот мне вот это интересно. Так, окей. Дальше идем. Пардат пишет, деревянный манекен виден у стены. Там где-то был, да, я не обратил внимания, да. Кстати, для Цайтя, вы знаете, да, характерен такой своеобразный очень деревянный манекен, не похожий на винчуньский. И у нас в плейлисте оборудование для боевых искусств, да, там есть как раз у нас отдельное видео, которое было посвящено разным таким вот деревянным манекенам, столбам и так далее, где мы с вами как раз обсуждали, для чего, почему такие разные модификации существуют и почему такие требования к этим манекенам, к этим деревяшкам предъявляются разными боевыми направлениями, чего они такие разные у нас получились.
Так, вот теперь тоже, кстати, обращаем внимание, вот это вот действие очень характерно для фанзишуань, такое полупротыкающее действие. Кстати, мы его несколько в другой форме можем наблюдать в сины, в северном совершенно боевом направлении, да? Ну, кто в этом немножко разбирается, наверняка вы это увидите. Вот такие действия. А теперь вот мы сейчас увидим, посмотрите, да, действия вообще типичные совершенно для фанзишуань. То есть это ситуация, которой нет в Пхигуа. В Пхигуа такие действия выполняются, вот сейчас посмотрим, сейчас нет, секундочку, несколько позже я это остановлю. В Пхигуа такие действия выполняются с проваливанием корпуса, да? Вот. А здесь корпус остается, ну, условно вертикальным, да, в том числе такие распахивающие действия. И вот, наконец, да, вот удары снизу, сверху, мы уже видели несколько раньше, да, диагональные разные действия. Вот это вот техника почти фанзишуань. Когда корпус никуда не заваливается, когда работа вся ведется практически при прямом корпусе, корпус при этом может менять свою высоту, как, например, это делают иногда в боксе, не иногда, вернее, а часто слишком в боксе, да, делают. Вот в фанзишуань такая же история, но только эта высота меняется не за счет того, что вы поднимаетесь на цыпочки, как это в боксе делается, да, а за счет того, что вы меняете глубину шага. И в этом смысле вы экономите очень сильно свои силы, потому что, значит, ваши икроножные мышцы явно слабее, чем мышцы бедра, это вот 100%. И поднимая вес своего тела на икроножных мышцах, только на цыпочке, вот так вот вставая как в боксе, вы тратите очень много сил. В отличие от работы бедром, когда вы тратите очень мало сил, а когда у вас еще развиты сухожилия, и там, вы вообще экономите чрезвычайно силы, да? И при этом получаете гораздо большую мощь. Ну окей. Вот как раз, вот обратили внимание сейчас, одну секундочку, вот сейчас вернемся еще немножечко назад. Сейчас. Оп. Видите, да, заваливание какого рода вот мы сейчас наблюдаем. Мы, кстати, вот такого рода заваливание видели и в Пхигуа. Но, как правило, заваливание в Пхигуа, такое классическое заваливание, да, оно вообще в сторону противника. Вот сейчас вот мы видим, что в сторону от противника у нас заваливание произошло, да, а там в сторону противника. Вот в фанзишуань такие как раз варианты вполне возможны. Хотя не всегда они приветствуются, вот такие заваливания, там все-таки нужно сохранять более-менее вертикальное положение для того, чтобы таких атак и защит можно было выполнить большое количество, не сгибаясь и разгибаясь. Потому что вот эти вот разгибания, которые могут за этим последовать, они могут нести в том числе защитно-атакующие какие-то действия, да, но считается, что это прерывание действий, есть большая достаточно пауза. Понятно, что в бою это мгновение, но, ребят, каждое мгновение в бою это ваше время, которое вы можете получить, и которое вы можете потерять, да. И вот эта вот пауза лишняя между сгибанием и разгибанием, это как раз пауза, которая, ну, считается не очень хорошей, например, в фанзишуань. Хотя в том числе присутствуют и подобные вещи, да, в определенных ситуациях, ну, в качестве добивания, например, каких-то, когда уже не имеет значения, насколько вы там куда-то согнулись, прогнулись и так далее. Кстати, обратите внимание, дайте-ка я еще немножечко вернусь назад. Вот это вот заваливание, которое мы сейчас видели, сейчас, секунду, я бы хотел, чтобы вы его оценили, вот, вспоминайте боксерские, постбоксерские атаки, да, когда бойцы на этих действиях проваливаются в сторону своего оппонента. Здесь, смотрите, обе стопы стоят, никаких мысочков тут, нет танцев на цыпочках, да, каких-то балетных. Вот, и никуда этот боец не проваливается, то есть его нельзя ухватить и протащить, например. Он не будет лететь в сторону удара, который в него летит уже и так далее. Да? То есть он четко зафиксировался там, где ему было нужно, и он вполне управляет своими действиями дальнейшими. Вот это тоже очень важный момент, такие особенности специфические, связанные с китайскими боевыми искусствами, и которые явно в противофазе спортивным единоборством, которые мы часто видим. Вот, кстати, обращаем внимание, да, некоторые у нас тут тоже утверждали, что в китайских боевых искусствах нет таких волшебностей, которые присутствуют, например, в боксе. Мы уже с вами видели хук, но гораздо лучше. И даже в тех каких-то фрагментах, которые мы сегодня смотрели, мы видели гораздо лучшие действия. Да? Мы с вами видели свинги, мы с вами видели
Вот сейчас, ребят, мы наблюдаем с вами что-то похожее на джеб, да, обратите внимание. Вот, то есть те, кто считает, что в китайских боевых искусствах нет таких удивительных вещей, которые в боксе содержатся, ребят, есть. Просто они лучше. Лучше, мощнее и быстрее, как правило, и имеют гораздо больше модификаций. Мало того, в китайских боевых искусствах мы видим не только эти вот 4 действия, не только 2 притопа, 3 прихлопа, да, но видим большое количество, большой арсенал разных действий, которые реально пригождаются, конечно, в боевой практике прикладной. И, кстати, вот эти вот действия, вот сейчас вот мы наблюдаем, да, такое выплескивающее, такую атаку, да, которая, может быть, кому-то напомнит отдельные действия джит-кундо, да, наверняка обратили внимание на это те, кто имеет представление джит-кундо или кто им занимается. Но опять джит-кундисты сейчас бы сказали, что это кривой джит-кундо, что это вообще не так, да. Ребят, еще раз, это просто потому, что это не джит-кундо. Да, мы сейчас отсматриваем с вами Цай-Тя, Чуэн, и это совершенно другое направление реализации подобных действий. Здесь совершенно другая уже, да. Вот, кстати, видим большое количество разных атакующих действий, да, в том числе там демонстрация обхода защиты, да. Сейчас снова вот мы наблюдаем, видите, да, как через центральную линию пропускаются атаки. Подобные атаки мы в основном в Винчунь видим в сторону головы, да, головы, горла, там, например, ну, верхнюю часть там корпуса, скажем, да. Здесь достаточно много таких мощных атак через центральную линию в корпус противника, в цадзе. Это не значит, что не атакует в голову, конечно, тоже атакует, вот, но здесь действиям в корпус придают очень большое значение, очень большое. Потому что они тут же могут перетекать, то есть вот эта вот атака, она тут же может превратиться в бросок, как продолжение, да. Вот это вот прямое действие, тычковое, да, оно действительно может превратиться в бросок и добивание дальнейшее. Поэтому здесь вот в корпус в том числе достаточно активно атакуют. Так. Вот нам медленно достаточно показывают, для того, чтобы мы себе могли представить, как это работает, да, на медленных довольно шагах. Обращайте внимание, в Чойга это происходит. Еще раз напомню, что это последнее, третье направление, которое Чэнь Хэн осваивал, да, и патриархом которого он стал. А вот теперь мы видим как раз очень низкие шаги. Обращаем внимание, часть из них напоминает как раз работу в Байхэ, в кулаке белого журавля, да, наверняка многие это отметили. Обращаем внимание на то, как передняя голень всегда перекрывает вход в брюшину, в паховую область и в бедро задней ноги, да. Вот передняя, верхняя часть голени обязательно стремится к такому перекрыванию. В каком бы положении у нас не был боец. Давайте еще раз, я немножечко вернусь назад, для того, чтобы вы могли это оценить. Давайте посмотрим. Вот видите, постоянно голень опадает, вот закрывает, да, в пустом шаге, в пупу и так далее, да, санджи, все время перекрывается паховая область, да. Вот это тоже такая, ну, условно, одна из характерных особенностей цайтя, которая необходима, конечно, для освоения, если вы, конечно, хотите быть защищенными бойцами, настоящими хорошими бойцами, которым ничего не грозит в бою и которые сами все решают за себя, а не когда за вас что-то решают ваши противники, да. Вот снова достаточно много работы, да, видим в нижнем регистре. Это в том числе удары по бьющим ногам, атаки бьющих ног, да, такие, то, что называем активной обороной. Снова мы видим немало работы, значит, да, кстати, вот обратите внимание на то, что периодически здесь возникает работа фалангой указательного пальца, и нередко здесь же возникает работа вот так называемым глазом феникса, это фалангой среднего пальца, да, в том числе. Такие действия используются как раз для полного поражения, используются, на секундочку, не для атак тоже они, конечно, используются, но они в первую очередь используются для защиты, для того, чтобы сразу выводить из строя руки и ноги противника, да, вот таким вот, знаете, как куском арматуры на протыкание или молотком как бы вот били, да. И также и вот подобные фаланги работают и выполняют именно такой функционал. Вот, да, кстати, вот это вот действие, еще раз давайте посмотрим.
Обратите внимание на то, что это, казалось бы, те самые атаки, которые мы сейчас наблюдали. Вот посмотрите, как они реализуются постепенно еще и в бросок. Еще раз, ребят, на секундочку. Броски в китайских боевых искусствах, если только мы не берем шуайцзяо, там, например, или саньда, да, где броски вообще имеют характер вот чисто такой картинный, бульварный, увеселительный, да, значит, броски в китайских боевых искусствах это не то, что мы видим в самбо, в дзюдо и так далее. Нет вот амплитудных действий. Вернее, их можно осуществить, но в этом нет смысла. Здесь нет правил. Здесь ваша задача просто сделать так, чтобы ваш противник осел, чтобы вы его добили. Или повернулся к вам спиной, падая, например. Ну и так далее, и так далее. Масса таких вещей. И вот обратите внимание на вот этот вот, казалось бы, странный такой вот бросок. Обратите сейчас на это внимание, да. Вот в боевых реалиях это вот наиболее эффективный бросок. Не в смысле самый эффективный из всех, да, а наиболее эффективная реализация. Когда вы не делаете никаких усилий, тем не менее получаете бросок. Да? Вот сейчас посмотрите на это. Вот обратили внимание, да? Это и атака, да? И видите, левая нога у нас уже пошла на всякий случай для того, чтобы через нее можно было споткнуться, да? А атака левой рукой, которая сейчас была выполнена, она продолжается в качестве уже броска такого, да? Обратили внимание? И добивание. Вот то, о чем я сейчас вот как раз говорил. Так, теперь давайте перейдем опять, посмотрим на Литя или Лаука или Лига. Под разными такими вот названиями вы можете найти это в YouTube. Это связано с разными, как говорят, диалектами, на самом деле с разными языками вообще внутри Китая, да. И вот сейчас вот обратите внимание на то, как здесь достаточно много действий пальцами, да, мы уже видим, ноги тоже участвуют, значит, здесь, и тоже немало протыкающих таких вот ударов, и двумя руками спаренными, и по очереди там торцом кулака, например, и пальцами там и так далее. Барнат пишет, напоминает уколы копьем. Да, совершенно верно, совершенно верно. Это когда мы сейчас говорим, наверное, о вот этих вот фалангах, да? Окей. И вот такая работа, ну, тем, кто практикует пайхэ, и, может быть, отдаленно тем, кто практикует винчунь, напомнит их боевые направления, но, правда, очень отдаленно, конечно. Вот. Тем не менее, чувствуется налет местных боевых направлений, да, потому что пайхэ здесь развивается гораздо раньше, винчунь здесь развивается тоже гораздо раньше, чем, значит, чем цайлифо. Вот. И местные боевые нормы, конечно, докладывают свой отпечаток на то, что мы сейчас здесь видим. Видите, как много спаренной работы двумя руками, да, вот очень похоже на пайхэ, когда у нас два тансау сразу, например, используются, да. Окей. И фотя. Еще раз, это вот боевое направление, которое Чэнь Хэн осваивал первым самым, патриархом которого он стал в самом начале. Вот обратите внимание на то, что тоже амплитудные достаточно действия. Есть атаки и локтями, но в основном, обратите внимание, тяга к большой дистанции. Да? То есть на большой достаточно дистанции у нас вытягивается вперед плечо на атаках. Немало протыкающих действий, вот как сейчас мы, например, видели. Да? Вот. В то же время немало и амплитудных действий, да, круговых, рубящих таких действий, которые свойственны тем боевым направлениям, с которыми мы уже знакомы, с фаньцзи, там, с пигуа. Вот. Немножко нам вот применение здесь показывают. Обратите внимание на то, как это похоже на применение отдельных техник пигуачуань, которые мы с вами тоже уже осматривали, да? Надеюсь, вы их помните хорошо. И вот такие действия мы как раз там в пигуа очень хорошо помним, и в фаньцзи тоже в том числе, да? То есть вот мы видим, как сейчас, вернее, убеждаемся в том взаимном влиянии боевых искусств, которое реально имело место в истории боевых искусств, но при этом мы видим совершенно разные реализации. Вот, кстати, вот абсолютно такие же вещи мы наблюдали, когда мы отсматривали пигуа с вами, да, то же самое, на вот такой вот подушке, на такой вот хлопушке нам показывали вот эти атакующие действия, да, и практически такая же была реализация. Вот посмотрите на действия корпусом, на действия ногами, там, значит, на шаги вот эти вот, практически такая же реализация у нас была. Вот, посмотрите, вот типичное такое действие, на секундочку, от которого у нас боец не заваливается никуда. Давайте еще раз я вернусь назад. Давайте посмотрим.
действие, которое мы нередко видим в качестве хука в боксе и постбоксе, да, но здесь мы видим гораздо более мощную реализацию, быструю и при этом без заваливания в сторону противника. Это вот то, что мы как раз в Фан Цзичуань тоже нередко видим, и то же самое мы наблюдаем в Фоджа. Видите, да? Рука совершенно свободная, раскованная, в плечевом суставе в первую очередь, во вторую в локтевом суставе. При этом используются рабочие поверхности, которые не характерны вообще ни для бокса, ни для постбокса, ни для единоборств каких бы то ни было. Да? Там такие вещи были бы запрещены, там такие рабочие поверхности запрещены, потому что они очень травмоопасны для, значит, соответственно, оппонентов ваших. Сейчас вот мы медленно как раз посмотрим Фодзя. То, что мы видели сейчас быстро, да, нам сейчас демонстрируют очень медленно. У нас есть возможность это оценить с позиции вот такой совсем замедленной, спокойной, да, чтобы мы могли увидеть каждую деталь подобных действий. И опять хочется спросить, зачем здесь хиките? Прошу обратить внимание на то, что в Фодзя очень часто работа, как и в Кун Цзичуань, есть такое боевое направление, работа несимметричная. Вот здесь вот у нас боец работает, да, обратите внимание, в основном правой рукой, по крайней мере на атаках, левой у него сопровождающая, да. Это такой особенный тоже момент, связанный с отдельными техниками Фодзя. Вот. И здесь это вот как раз такие боевые направления, которые не имеют симметрии, которые развивают, ну, условно говоря, вас односторонне, да. Но вот, как ни странно, есть такие боевые направления. И снова хочу обратить ваше внимание на сходство, на многих вещей, которые мы сейчас наблюдаем, многих техник, с окинавскими боевыми искусствами, да. И сейчас у нас окинавцы бы сказали, что это кривое окинава Т или То-Т, очень кривое, но на самом деле для Фодзя это окинавские боевые направления кривые, да. Потому что вообще ноги растут именно отсюда. Здесь это, так сказать, выполняется так, как должно выполняться. Здесь именно это правильно. Здесь это эффективно. Безо всяких каких-то, ну, как бы сказать, бессмысленных с точки зрения китайских бойцов обвесов. Да? Окей. Вот снова обращаем внимание на работу шагами. Сейчас вот мы уже с вами видели то, как выводятся далеко здесь плечи на атаках. Ну, давайте я сейчас остановлю где-то, да. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь вот, например, у нас сейчас буду останавливать чуть-чуть. Сейчас. Вот. Плечо у нас выходит вперед, правда, приостанавливается, как это часто бывает там в каратистских, посткаратистских таких действиях, да, например, в цки каких-то и так далее. Вот периодически, вот там был момент, когда плечо максимально было далеко от бойца. Нет, к сожалению, сейчас не поймаю, наверное, это. Вот левое плечо, например, да, вытаскивается вперед сейчас. Так, сейчас, секунду. Сейчас, может быть, вот в правой рукой он достаточно далеко сейчас работал, туда, в сторону. Ну, вот. Сейчас только что мы увидели пару действий, когда плечо выводится достаточно далеко. Сейчас никак не могу поймать это. Вот. Ну, слушайте, вот чуть уже отдернуто это плечо, да. Это то, чем не могут похвастаться, конечно, те, кто практикует стакан, например, да, такое выведение плеча вперед. Это не очень характерно, например, для стакан, для чан-чуань, для целого ряда боевых направлений, искусственно собранных под этим термином, очень плохим термином чан-чуань, длинный кулак. Для северных таких школ такое выведение плеча, провисание в сторону противника, да, такое вполне характерно. Но вот сейчас мы наблюдаем это же самое почему-то в южных направлениях, да, что говорит о том, что вот эта вот теория по поводу северных и южных стилей и их каких-то волшебных особенностей, что эта теория не совсем верна, да. Ну, она очень условная, она не демонстрирует реальности. Окей. Вот тоже там выведение плеча было вперед такое достаточно большое. Вот снова выведение плеча, да. И вот давайте я сейчас вот тогда отвечу на тот вопрос, который я же сам вот
снова уже плечо немножечко отдернулось назад, правда, к сожалению. Ну, окей, я думаю, вы видите, о чем я говорю. Здесь вот снова я не успеваю немножко. Сейчас. Ну вот, будем считать, что правое плечо сейчас достаточно далеко, оно было еще дальше, только что, секунду назад. Левая рука, видите, уходит на такое не хиките, а просто отдергивается назад, как вот это вот часто делается, например, в фанзе и пегуа. Вот, что позволяет в дальнейшем развивать не тычковые, например, атаки и защиты, а такие круговые, амплитудные. Пишет: большое спасибо, Богдан. Надеюсь, что мы сможем нормально продолжить наше общение. Значит, братцы, если очень много было пропущено, ну, давайте я еще раз просто скажу о тех особенностях, которые вот сейчас мы наблюдали. Я говорил, в частности, о выведении вперед плеча, связанного с фодя, который мы сейчас отсматриваем, значит, с этим боевым направлением, которое вошло в состав Чоли Фуд. И я говорил о таком типичном опять хиките. Значит, почему мы наблюдаем это хиките, вот в том числе здесь, например, да, и так далее. Вот мы видим, как далеко выходят на атаках плечи, руки, да, достаточно большая дистанция порой вот этих вот атакующих действий и амплитудных, и тычковых таких, протыкающих, да, вот, и периодически возникает вот это вот хиките в разных совершенно модификациях. Вот прошу снова обратить ваше внимание на это. Вот давайте, вот сейчас только что как раз наблюдали такой типичный хиките. Вот сейчас мы его видим. Сейчас еще хочу, чтобы вы это действительно оценили. Вот только что. Вот. Обратите внимание, да? Вот сейчас мы видим оттягивание руки такое довольно глубокое, далекое очень, да, оттягивание руки. Обратили внимание, да? Такая ситуация характерно уже для каратек, в особенности для тех, кто занимается шитокан. Так вот, все-таки я бы хотел узнать, почему мы вот здесь вот наблюдаем то далекий хиките, вот такой вот, да, то очень короткий на уровне живота, как я уже говорил вот совсем недавно, да. С чем это связано? Ну, давайте я сам и отвечу на все эти вопросы. Братцы, очень просто. Это связано в первую очередь с набором импульса от поворота корпуса. Когда вы используете для атак плечи, и когда вам не запрещено выводить плечо вперед достаточно далеко на своих, например, тычковых атаках, да, или на амплитудных атаках, вполне естественно, что ваше второе плечо оказывается позади, да, вместе, как правило, с рукой, которая готовится атаковать. При этом эта рука может быть близко к вам, как это, например, мы в Винь Чунь видим, и как мы видели здесь вот в Цали Фо неоднократно, может быть дальше, а может быть и очень далеко. И если вы для этого набора импульса используете как раз вот эту вот руку, которая отдергивается назад, таким образом, именно таким образом посылая другую руку вперед, да, вот вы поворачиваете свой корпус, и именно это движение посылает вашу руку вперед, да, то тогда такое хиките вполне оправданно. Это как раз набор импульса от отдергивающей руки, который приводит в движение ваши плечи, заставляет вас вращаться вокруг, значит, центральной оси и сильно экономить ваши силы, ваши ресурсы. Потому что если то же самое будете выполнять только одной рукой, а вторая рука где угодно будет находиться, например, в том числе и в таком хиките, но в котором нет никакого значения, никакого смысла, да, вы будете все выполнять только одной рукой. Здесь мы тоже действие выполняем, считайте, двумя руками и двумя плечами. Это гораздо мощнее, гораздо быстрее там, и так далее. Ну, для тех, кто знает, для тех, кто такие вещи опробовал. Это, кстати, один из самых простых наборов импульсов. Да? Вот такой. Окей. Давайте продолжим. Фактически я уже ответил на все вопросы, которые я перед вами ставил, но надеюсь, тем не менее, все-таки даже те, кто промолчал, все-таки находили вот эти параллели, о которых я говорил, значит, и которые касались других боевых направлений. Ну вот, кстати, вот сейчас вот то, что мы увидим, многим, я надеюсь, все-таки напоминает в том числе и Шэ Цюань, хотя и очень отдаленно отдельные техники, которые объединены таким термином, как Шэ Цюань. Вот мы сейчас это, я надеюсь, с вами увидим. Сейчас.
Кстати, интересно, когда эти два куска стрима одного выложатся, YouTube, наверное, их разобьет на два разных видео, да? Скорее всего, так будет. Поэтому я, наверное, назову там первая часть, вторая часть. Вот, наверное, так придется это сделать. Окей. Но в любом случае имейте в виду, что это один стрим. Так, сейчас чуть-чуть промотаю вперед для того, чтобы увидеть. Вот, обратите внимание вот на такие действия, да, которые весьма напоминают работу в таких техниках, как Шэйчжуань, и частично, очень отдаленно, конечно, напоминают работу Вин Чон, да, но не вот такие вот низкие положения, которые мы сейчас видим, а то, что мы видели перед этим задолго, да. Окей. Я надеюсь, вам это очень напоминает Шэйчжуань. Потому что вообще-то эти боевые направления, ну, кстати, в том числе и Цайтя, и Фотя, которые вот мы сейчас вот видим, да, они используют немало вот этих техник, как раз, которые мы называем Шэйчжуань или кулаком змеи. Еще раз напомню для тех, кто забыл, не существует такого отдельного боевого направления, и когда вам такое предлагают, имейте в виду, что вы имеете дело с новоделом, вы имеете в виду с бойцом или с человеком, который не учился традиции, не учился традиционным боевым искусством, и, как говорится, я его слепил из того, что был, да? Вот такая история. Окей. Я надеюсь, что более или менее мы с вами поговорили о таком явлении, как Чолифут и Цалифо. Надеюсь, что не так много из того, что я говорил, пропало для вас. Надеюсь, что вы это все видели и могли оценить. Еще раз приношу свои извинения там за YouTube или я не знаю за что, может быть за провайдеров каких-то, через которых идет сигнал и которые так вот пробили нас немножечко с вами, да. Такого не должно было быть, но я обращаю внимание, что в последнее время у многих блогеров возникают подобные технические накладки. И связывают все-таки с работой YouTube по большей части, который постоянно что-то сейчас меняет. И когда он это меняет, если вы попадаете в этот период, то, очевидно, на нас с вами это сказывается не очень хорошо. Окей, братцы, если есть вопросы по тому, что мы видели и по тому, что мы слышали, пожалуйста, задавайте их. Если таких вопросов нет, смотрите, ну давайте, например, я могу сейчас сказать несколько слов, например, о Болгарии, потому что иногда я говорю о том, что происходит здесь в Болгарии. Давайте я поставлю одно видео, которое было снято неделю назад, и мы здесь видим еще не так много листвы на деревьях, хотя вот цветущие мы видим, сейчас секундочку, вот у нас цветут тут сливы, значит, цветут персики, прошу прощения, абрикосы ранние, вот, и так далее. Вот такое цветение мы сейчас наблюдаем по всей Болгарии. К сожалению, здесь несколько засвечено солнцем, потому что солнце было яркое, но я хотел вам показать вот такое цветение. Вот такие вот пейзажи мы периодически видим, когда ездим куда-нибудь, да, когда поля, горы, там деревья, леса, не знаю, и так далее. Вот это вот все мы наблюдаем регулярно. Сейчас температура в Болгарии в этот момент, на этот день, а мы говорим с вами о 2 мая, вот, так вот 2 мая у нас температура выше 20, периодически в тени доходит до 26 плюс и даже 28. Вот, ну, с небольшими колебаниями. С утра где-то там 19,5-20 градусов, например, да. Ну, то есть так достаточно тепло, очень даже по-летнему, но хочу напомнить, что такой май, ну, в смысле, такое начало мая не всегда именно такое теплое бывает. Бывает несколько холоднее, когда по утрам там температура, например, 15 градусов, да, а далеко там не около 20, да. Но, тем не менее, все-таки вот уже ощутимо приближается лето, что достаточно приятно. Варнат пишет, было очень интересно. Спасибо вам большое, спасибо, я очень рад. Вот, в том числе вот мы наблюдаем такие вот зеленые уже, значит, посаженные какие-то и желтые посаженные какие-то, как это называется, поля.
различные, да, вот это вот рапс, опять желтые такие поля. Сейчас уже отцвели у нас практически нарциссы, тюльпаны уже отходят, тоже отцветают, самые разные здесь красивые. Вот, скоро будут пионы, будут розы, вот-вот уже прям скоро достаточно. Вот. Вот это вот мы видим картины одного из типичных населенных пунктов, например, Болгарии, да, вот такие вот примерно дома, двухэтажные, трехэтажные, ну иногда многоквартирные мы можем наблюдать. Барнав пишет, дороги довольно хорошие. Спасибо большое. Честно говоря, Барнав, вы знаете, мы считаем, что это плохие дороги, потому что здесь есть действительно по-настоящему хорошие скоростные дороги, а есть вот такие, которые вот мы сейчас видим, и вот такие дороги мы называем плохими, как правило. Видите, машина так немножко трясет, да, она подскакивает. Вот мы считаем, что это плохие дороги. Вот. Ну, наверное, мы, может быть, избаловались как-то, не знаю, бог его знает. Хотя есть и такие дороги здесь, ребят, правда, есть такие, на которых вот прям, кажется, что танки прям ездили. Такие тоже есть, в том числе. У нас уже цветут розы, пишет Барнап. Ну супер, супер. Ну да, вы южнее несколько находитесь. Барнап, я прям вам завидую, это здорово. Но у нас, правда, вот тоже скоро-скоро вот уже прям начнет это все. Тоже розы цвести. Окей. Значит, ну еще что. Это был такой вот яркий день достаточно, когда мы поехали в город. Вот сейчас мы едем по такой неплохой достаточно трассе, называется она Тракия. Еще раз напомню, эта трасса была выложена когда-то камнями, замощена римскими легионерами. Вот, а потом поверх всего этого, значит, практически вот мы видим асфальт, прямую такую достаточно трассу из Софии в Бургас, с запада на восток Болгарии. Вот можно по этой трассе прям буквально проехать. Не сказать, что очень быстро, но достаточно быстро, потому что здесь разрешенная скорость на этой трассе, дай бог памяти, по-моему, до 120, по-моему, можно, да, если я не ошибаюсь. Вот болгарские флаги, которые можем наблюдать на разных строениях, на высоких мачтах достаточно. И, кстати, интересная подробность, болгары, значит, когда не согласны с какими-то решениями правительства, есть у них такая особенность, они иногда этот флаг вешают вверх ногами. Там полоски в обратном направлении как бы идут, да. Это такой вот немой протест в том числе существует. Это помимо таких достаточно гласных протестов. Вот в частности, помните, я рассказывал вам о том, что Болгария буквально бурлила, чтобы поменять власть, поменять правящую партию. Это произошло. И сейчас бывшая правящая партия здесь пытается любыми средствами помешать этому демократическому движению, несмотря на то, что, значит, уже премьер-министр как бы удален, который сидел еще с Савдепией здесь. Слава богу, это произошло. Вот. Что дальше будет, мы увидим. Сейчас партии трутся очень сильно в парламенте, не могут сформировать кабинет министров, и, скорее всего, будут перевыборы в местные парламенты. Это замечательно. И вообще надо власть как можно чаще менять, независимо от того, кто конкретно и какая партия конкретно приходит там в виде там большинства в парламенте или в качестве премьер-министра, например, ставленника наиболее такой многоголосой партии, что ли, да, избранной. Вот, тем не менее, это, конечно, надо постоянно менять, это и есть демократия, постоянная смена власти, а не когда она постепенно превращается в автократию, в тоталитаризм там, и так далее. Вот такие переходы типичные, например, для городов болгарских, видите, довольно длинные, через все развязки, на них стоят там цветы, растения какие-то и так далее. Лифты, конечно, там имеются для людей с ограниченными способностями, возможностями. Вот. Вот такие интересные, например, тоже решения здесь существуют. Вот. Это один из таких полупромышленных районов. Мы видим, как цветут здесь у нас растения, такие яркие, достаточно неоновые цветы. В том числе сейчас еще больше. Это было снято где-то неделю назад. Вот в эти дни тут вообще наверняка все уже цветет просто повсюду. И листва уже везде и так далее. Так, ну здесь вот тоже справа мы наблюдаем там цветение какое достаточно яркое, иногда слева типичные домики. По правой стороне мы видим порт и такой железнодорожный хаб портовый. Вот это вот на побережье, это в Бургасе такой вот порт большой, он международный. Ну, международный в том смысле, что сюда заходят и корабли из Средиземного моря, и через этот порт идет общение с странами, в том числе, которые выходят к Черному морю. Да?
Арнольд пишет, сейчас не так активно это делают, очень медленно все делается. Ага, понятно. При Саакашвили у нас начали делать дороги, вот вы пишете. Ага, ясно, ясно. Сейчас, да, сейчас я знаю, что замедление Саакашвили вообще достаточно много сделал, согласитесь, для Грузии. Это был прям буквально прорывный какой-то момент. И сейчас вот это вот затормаживание многих смущает, конечно. Наверняка многие переживают, как бы так ни получилось, что Грузия вернется в состав России. Мало кому бы этого хотелось. Но я имею в виду из грузин, например, из вообще тех народностей, которые живут в Грузии, и вообще из демократической общественности. Я считаю тоже, что каждая страна имеет право на самоопределение, и каждый народ имеет право на самоопределение. И мы знаем большие проблемы, например, с курдами. Это наиболее многочисленная такая национальность, которая не имеет сейчас собственного государства. Да? И это реальная трагедия для этих народов, ну и трагедия для тех стран, где проживают сейчас курды, где они активно борются за собственное государство и где в том числе имеются и террористические акты, и какие-то столкновения и прочее. Ну и вполне естественно, народ борется за собственную страну. Когда-то существовал Курдистан, сейчас его нет. Барнат пишет, опять воровать начали. Это очень жаль, да. Коррупция, к сожалению, это то, что съедает вообще все ресурсы стран, в которых она имеется в каких-то больших масштабах. Она, конечно, везде имеется, но когда это некие мелкие масштабы и такие масштабы, которые не касаются большинства граждан, то как бы это более-менее терпимо, да, согласитесь. Окей. Ну вот мы сейчас наблюдаем как раз Бургас. Как мы видим, здесь каждый дом имеет собственное лицо. И это очень приятно. Здесь можно прям ходить. Такой архитектурный музей, достаточно интересный. Мне нравится гулять по Бургасу пешком именно. И я его проходил поперек. Вдоль его пройти, конечно, сложно. Он длинный, он вытянут вдоль побережья. А вот поперек через основную жилую зону можно вполне пройти часа за два. Вот, что я и делал уже. Это приятно, это интересно посмотреть на дворы. Здесь, кстати, довольно интересные такие моменты есть, когда двор представляет собой большое количество каких-то кафе, ресторанчиков, вот прям во дворе, да, магазинов каких-то и так далее. Такой вот, как у нас говорят, шаговой доступности. Вот, это очень удобно, конечно, для проживающих граждан. Вот, и мне кажется, вообще это здорово. Знаете, как вот китайцы очень любят, например, вот эти вот моменты, когда они работают и живут практически в одном и том же месте. Да? Вот в Бургасе это примерно более-менее возможно. Бургазлии, так называются жители Бургаса, здесь бургазлии, значит, нередко работают неподалеку от места своего проживания. Это вообще здорово, когда можно пешком или на велосипеде доехать до собственной работы, согласитесь, да, и также быстро вернуться назад. Это очень приятно. Кстати, здесь много велосипедных дорожек, здесь многие пользуются электросамокатами, обычными самокатами, велосипедами, роликами и так далее. В том числе для того, чтобы добраться до работы и обратно. Да? На велосипеде вообще и зимой, и летом как бы можно ездить здесь. И, значит, это очень удобно, очень быстро, никаких пробок там, и к тому же это все-таки здоровый образ жизни. Вот сейчас мы наблюдаем, ну, просто один из торговых центров, я решил снять, ну, мы в него заезжали там, да, вот, для того, чтобы было представление о том, что, ну, в Болгарии в том числе типичные такие европейские вполне моллы какие-то существуют, с подземными парковками какими-то, мойками там и прочим, как мы сейчас видим. Большое количество автомобилей было, это уже люди готовились, закупались к праздникам предстоящим, вот, и достаточно много было людей. Ну, не так много, конечно, как, вот я думаю, сейчас, именно в эти дни. Вот, но тем не менее тоже было достаточно много. Наверх здесь поднимаются, видите, вот на лифтах можно подняться, ну как во всех нормальных торговых центрах, можно на эскалаторах подниматься и спускаться тоже. Эскалаторы удобные, как и лифты, в них можно с этими вот с тележками такими продуктовыми, какими-то там товарными залезать, в смысле влезать, въезжать и так далее. Вот. Здесь вот мы видим кинотеатр, например, внутри этого молла, да, какие-то там едовые заведения были, где можно покушать. Здесь же находится, как это называется, фитнес-центр такой, вот, ну и так далее.
Это просто к тому, что просто если вы будете в Болгарии, имейте в виду, что побережье это далеко не вся Болгария, и какая-то прибрежная часть даже каких-то городов, это вообще не Болгария еще далеко. Вот. Это какие-то просто отдельные места, которые вы можете наблюдать, на которых вы можете побывать, можете про это забыть и побывать уже в других несколько. И в настоящей Болгарии, и на различных термальных источниках, которых здесь немало, и на минеральных источниках, которых здесь немало. И вот можете посетить какие-то торговые центры, развлекательные какие-то места, там в кино сходить, не знаю. И, кстати, что мне очень нравится в Болгарии, это то, что в кинотеатре, как правило, нет дубляжа. Когда вы приходите в кино смотреть, да, вы можете его смотреть на оригинальном языке, и внизу идут субтитры на болгарском. Да. Таким образом, вы можете, вот, пожалуйста, практиковать какие-то языки, которые вам известны, там, английский, французский, там, например, немецкий, там, и так далее. Да. Вам это не мешает, вы действительно в это время как-то повторяете язык, что мне, например, очень интересно. Вот. Но если нет такой необходимости, желания такого, то вы можете пользоваться этими субтитрами и нормально тоже, в том числе, понимать, о чем там люди разговаривают в этих фильмах. Да? Окей. Ну, наверное, братцы, мы с вами сегодня поговорили обо всем. Так, секундочку. Барнат пишет, а болгар уезжают в Европу работать? Да, Барнат, да, очень много болгар. Я предполагаю, что где-то четверть населения Болгарии. Ну, Болгария не такая большая страна. Здесь, по-моему, население на сегодняшний день это там порядка 7 миллионов, может быть, да, 7, может быть, 8 миллионов, я не знаю, да. Вот. И четверть этого населения находится в Европе. Очень много болгар. Здесь просто хорошая школа программистов, в том числе, и очень много айтишников, программистов в Европе находят себе, значит, хорошую работу, высокооплачиваемую и так далее. Я уже говорил, что, вот, например, у моих соседей, у нескольких буквально, значит, дети или внуки находятся в Лондоне или просто где-то в Британии, например, да. Немало болгар уезжает, например, в Германию. Вот. Но, правда, те, кто уезжают на простые работы, ну, там, на склад какой-то или в пиццерию, там, например, где-то работать и так далее, понятно, что они возвращаются, потому что это далеко не карьера, это понятно. И в Европу имеет смысл, конечно, ехать, когда у вас есть хорошая специализация, достаточно востребованная и так далее. При этом для болгара не обязательно совершенно получать какие-то специальные для этого визы, какие-то волшебные и так далее. Это Евросоюз. Ну, правда, в Британию, если болгарин сейчас едет после Брексита, надо уже получать там какие-то специальные документы для этого. А другие страны Евросоюза можно просто садиться на самолет, на паровоз, там, на что угодно, и спокойно туда ехать, устраиваться на работу и прочее, без всяких проблем, ни с какой стороны. Да? Вот. Таким образом, да, достаточно много болгар сейчас находится за пределами страны, но они также участвуют в голосовании. Когда вот здесь проходит голосование, какие-то выборы какие-то, да, там очереди просто выстраиваются во французских, ну, в смысле, в болгарских посольствах, там, во Франции, в Германии, например, там, не знаю, в Испании, в Британии, там, и так далее. Вот. Кроме того, ну вот, например, у меня есть несколько знакомых, которые на больших траках ездят по Европе, да, эти такие длинномеры, да, там, фуры такие. Вот. Ну, такие современные достаточно и снабженные вообще всем, там дом на колесах такой, в общем, достаточно неплохие деньги при этом получают и прочее подобное, да, ездят по всему миру, ну, вернее, по всей Европе, так скажем. Вот. Такого рода работы тоже есть. И, как я уже сказал, часть болгар возвращается сюда на родину, часть остается за пределами, получает гражданство той страны, в которой пребывает. Но, тем не менее, все болгары обязательно хотя бы раз в год, ну, все не знаю, но вот, по крайней мере, из моих всех знакомых, которых я знаю, их, значит, братья, сестры, там, дети, внуки, хотя бы раз в год стараются приехать сюда, в Болгарию, потому что для болгар понятие патриотизма это не глупое понятие, какое-то нелепое, непонятно за что. Они действительно любят свою страну, они любят природу здесь, они любят болгарские традиции, болгарскую кухню и, конечно, своих родственников. Поэтому с большим удовольствием сюда в том числе возвращаются, пусть даже на небольшое короткое время отпуска. Вот. Ну, вот о Болгарии я немножко рассказал. Так, сейчас, секунду, Барнат пишет. Я удивился, когда вы рассказали о канализации в деревне. Ну да, да.
Не знаю, я сам удивился, когда я сюда приехал. Я сам удивился, честно говоря, я не рассчитывал на такие блага цивилизации, на хороший широкополосный интернет, и на телевидение там, и так далее. Потому что, ну, как я уже говорил, вот у нас, например, в Тверской области была дача такая, ну, домик там деревянный, сруб хороший, все там вот, прямо на берегу Волги, прямо вот буквально из бани выскакиваешь, хоп, так и в Волгу там ныряешь, например. Вот. Но в этом месте, ребят, вот сутки есть электричество, сутки нет. Сутки есть, сутки нет. Ни одной асфальтированной дороги. Да? То есть по проселочной дороге туда, например, надо ехать. Да? Интернет вообще забудьте там. Только через мобильный интернет, например, можно там. Ну и так далее. И уж, конечно, там нет речи о водопроводе, например, о канализации там, и так далее. Вот в России именно такая. Это всего там 150-180 километров от Москвы. Всего ничего. Вот. А здесь, как видим, ну, все-таки цивилизация как-то шагнула несколько дальше. Хотя дровяное отопление, как я уже говорил, в селах это норма. Это в основном связано с тем, что просто дешево. Вот. Конечно, в городах во многих это запрещено, в маленьких городках где-то, по-моему, это еще есть. Вот. А вообще вот городское население в основном отапливается, значит, ну, центр, как правило, отапливается электричеством, разными электроприборами, в том числе этими, как это называется, кондиционерами, забываю такие слова. Вот. А, значит, где-то на периферии, например, городов, ну, там пеллетное отопление, может быть, какое-то еще там, ну, такого рода. Вот. Значит, в селах все так же отапливаются дровами, в основном стараются, потому что, ну, ребят, еще раз, это самый дешевый вариант просто здесь. Причем дрова дубовые, калорийные, очень жаркие. Вот, и это все дешево. Дуб здесь растет как сумасшедший, его очень много. Дуб, граб, значит, этот, как еще это называется, там. Ну, в общем, вот такие вот породы таких деревьев, которые дают очень много тепла. Вот. И, кстати, это причина, по которой здесь русская печка, например, ее построить нельзя, потому что она разрушается от этого жара. Для русской печки, вы знаете, да, во-первых, там срок ее жизни, ну, при постоянном каком-то, при постоянной эксплуатации, там лет 20, ну, от силы 30, да, потом она все равно, там надо ее перекладывать уже, да, и то это на каких-то осиновых, березовых дровах, не очень калорийных, вот, а дубовые дрова, конечно, ее сразу разрушат, ну, довольно быстро разрушат, поэтому здесь для отопления используются не кирпичные какие-то печи, да, в домах болгарских, а обычные вот такие печки-буржуйки разных модификаций, они довольно большие бывают, маленькие бывают, там, разные-разные. Вот, как правило, таким образом. Вот, но, как я уже говорил, нам, например, это не понравилось с самого начала. Вот, поэтому у нас тут разведена везде система отопления. Вот висят такие батареи по стенам везде. Вот, мы отапливаемся пеллетником, ну, пеллетным котлом таким хорошим. Значит, отапливается у нас два дома от одного пеллетного котла. У нас котельная такая, в которую там я раз в несколько дней, ну, когда холодно, значит, раз в сутки захожу, засыпаю туда из мешочков такие пелеты, вот эти гранулы такие небольшие, сыплю туда, и все. А все остальное он делает сам уже. Это очень приятно, что от меня практически ничего не требуется для этого, да. Вот. Барнат пишет, а местные овощи и фрукты стоят недорого? Да, вообще недорого. Ну, я думаю, что так же, как и в Грузии, есть целый ряд фруктов и овощей, которые вообще ничего не стоят. Например, здесь на рынках, ну, я не видел, наверное, продаются, но я не видел, например, инжир. Вот если в Москве, например, инжир, это прямо их поштучно продают, да, то здесь инжир считается тем, что растет само по себе. Это действительно, вот сажаешь его, и там через какое-то время, очень короткое, через там 3-4 года, у тебя уже большие урожаи инжира, и это не продают на рынках, это просто вот оно, ну, как бы растет и растет. Абрикосы, какие-то помидоры, там, огурцы местные там и прочее, ну, как бы вот этот вот типичный продукт, зелень всякую. Здесь очень много, кстати, зелени, самый разный растет, такой, который в России, например, не растет, который используется для приправ там различных и так далее. Вот. Это все продается, да, и в магазинах, и на рынках, и где угодно, и в любом виде, и в сушеном, и в таком свежем виде, там, и так далее. Это все продается, это, да, действительно недорого, как правило, за исключением лет, когда какой-то неурожай. Ну, например, там не огуречный год какой-то, да, цена на огурцы там вырастет. Не помидорный какой-нибудь год, там, цена на помидоры вырастет. Но это не значит, что их вообще нет. Они есть, просто они немножечко там дороже, дешевле, вот такая история.
Барнат пишет, у нас дорого, потому что зарплата маленькая. Ну да, да, я это хорошо понимаю. Нет, здесь недорого это в городах, а в сельской местности, ну, как правило, на своей земле люди все выращивают вот это вот все, потому что, ну, здесь вот от помидорки семечко упало, она прорастет 100%. Огуречная какая-то тоже прорастет. Ну, понимаете, да? Черри сами по себе растут, вот эти вот маленькие черечки, там, помидорки, да, какие-то. Вот. Абрикосы, персики, там, ну, вот эти вот все сливы там и так далее. Многие из них даже полива особого не требуют. Ну, значит, первое время какой-то полив все-таки им нужен. Там черешня всякая, вишня там и прочее подобное. Это тоже само по себе растет и от вас практически ничего не требует. Там, может быть, весной чуть-чуть подобрезать их и все. Вот. Виноград тоже сам по себе растет, и виноградных сортов здесь очень много, и винные, и такие, как это, десертные сорта, и, значит, там, как это, такой белый виноград, и такой, как черный такой виноград, и так далее. Вот, и вино, вот помните, я рассказывал, здесь есть вино белое, розовое, красное, да, но есть еще черное вино, например, и отдельный такой такое, я не знаю, как сказать, вино, настойка, как пелин, я вот тоже рассказывал о нем. То есть здесь большое количество вот таких вот виноградных каких-то и поствиноградных каких-то изделий. Это помимо того, что есть еще ракии, которые там обычно градусов 45 там, вот, ну и прочее, прочее, прочее. Много тут всего. Тут есть местный джин, в том числе, кому это интересно. Вот. А что касается вот фруктов, овощей и прочего, ну, типичный набор, достаточно широкий. И овощей, и фруктов. Я просто, у меня что-то в голове сейчас этого нет, чтобы все перечислить. Ну, например, вот мы знаем несколько видов лука. Там белый, желтый, красный, да, вот это вот все здесь растет, все используется тоже. Вот. Помидоры самые разные, каких угодно расцветок, конфигураций и размеров тут. Вот, ну и так далее. Вплоть до того, что вот, например, креветки какие-то, вот все знают, да, креветки, там королевские креветки, такие большие, там, беспонтовые самые вообще-то, да. Вот, скажем, здесь на побережье можно маленькие такие вот креветочки вот купить, которые чистить не надо. Я вот как-то рассказывал в конце прошлого лета. Вот они, мне кажется, самые вкусные креветки. Это вот такой вот маленький криль такой вот, что ли. Вот. Если будете в Болгарии, вот попытайтесь найти. Я могу вас адресовать к каким-то местам, где это в том числе готовят. Здесь очень хорошо готовят мидии. Их достаточно много в прибрежных каких-то ресторанах. Это тоже всегда вкусно, это всегда по-разному. Есть отдельные заведения, которые вообще специализируются на мидиях, на этих. И там вы можете их с самыми разными соусами, в самых разных вариантах, там, приготовленных, значит, эти мидии пробовать. Это действительно вкусно. И даже люди, которые не любят мидии, не любят морепродукты, с удовольствием здесь это едят, если только хоть один раз попробуют, да. Так, Барнат пишет, вчера купил огурцы, помидоры по 1 евро. Это значит 2 лева, да, получается? Огурцы и помидоры по 2 лева. Слушайте, я, честно сказать, вообще не помню местных цен. Давно я что-то не обращал внимания. Ой, не могу сказать, почем сейчас здесь вот помидоры и огурцы. Не могу сравнить, к сожалению. Ну, я попытаюсь это выяснить. Барнат пишет, тепличные. У нас здесь тоже, да, можно тепличные купить, конечно, вот в это время, потому что часто имеем дело с урожаем прошлогодним, да. Здесь турецких достаточно много из Турции, значит, привозят греческих фруктов, овощей, вот в такое время, когда нет местных там каких-то, да, а чуть позже будут местные, естественно, вот эти вот фрукты и овощи. Так, Руслан всех приветствует, и мы вас приветствуем, Руслан. Парнат пишет 4 лари за килограмм. Ясно, ясно. Слушайте, ну я постараюсь выяснить, почем мы покупаем эту всю продукцию. Честно сказать, я говорю, я не помню просто. Я постараюсь узнать вот у супруги, она обычно помнит это все. И какой-то перечень в следующий раз я обязательно тогда постараюсь как-то надиктовать, да, и какой здесь порядок цен, чтобы вас поставить в известность об этом. Вот. Здесь, среди прочего, например, очень популярные, если уж мы говорим о еде, здесь эти молочные продукты очень популярные, самые разные, начиная от масла какого-то там и такого, значит, сыры различные.
Вот, ну и прочее подобное, да, вот это вот очень популярно, это используется в салатах, естся отдельно там и так далее. И вот летом, ребят, реально, среди прочего, вот шопская салата, так называемая здесь, если вы будете, да, обязательно покушайте. Простой салат, но вам обязательно понравится, потому что в его состав входит вот сырень, так называемая, здесь местная. Это надо обязательно покушать. Вот. А вообще вот в жаркие дни очень хорошо где-нибудь на террасе, в ресторанчике сидеть. И вот помидорочка с сирени, с этим вот, как это, у нас это называется брынза обычно. Вот помидорочка с такой брынзой, немножечко там, кто-то берет себе там кофе, кто-то чай, кто-то там джин возьмет, кто-то вино возьмет. Но это вот очень приятно в жару как раз такие вещи вот употреблять. И среди прочего здесь, как я уже говорил, очень хорошие сорта турецкого чая, помимо там разных чаев таких травяных, здесь употребляют травяные чаи, и я постоянно пью травяные чаи. В Болгарии сначала я не мог без черного чая, по привычке, по такой московской, но сейчас я черный чай очень редко употребляю, разве только вот турецкий, такой хороший, по-настоящему чай, или китайский, который вот можно купить там в Китае, например, да. Вот. А обычно я травяные здесь чаи пью, и это очень приятно. К этому, конечно, надо привыкнуть какое-то время, но я специально себя не приучал к этому. В какой-то момент меня просто потянуло на это, и я вот черный чай уже не пью практически. Так, Барнаб пишет, яблоки старые. О, чай я люблю. Барнаб, ну приезжайте сюда, я вас напою хорошим чаем, реально, просто хорошим. Мы, знаете, сядем с вами на воздухе. Вот турецкий чай лучше всего пить на воздухе. Вот, мы с вами сядем, значит, покушаем, попьем чаю хорошего, поболтаем о чем-то. Здесь это приятно делать, особенно вот в вечереющем таком вот, вечереющей обстановке. Вот. Если вы не захотите до меня доехать, если, например, где-то на побережье, там в Бургасе, скажем, остановитесь, я к вам приеду, мы там вместе, я покажу вам места, где хороший турецкий чай в том числе подают, еще подают кадефе, так называемый. Кадефе это такой сырно-сахарный такой десерт, это обязательно надо попробовать, ребят, это настоящая хорошая турецкая кухня. Вот. Так что, если будете в Болгарии, обязательно тоже попробуйте. Они разные бывают, эти кадефе. Так, Барнаб пишет, зеленый для меня горький. Окей, окей. Барнаб пишет, с удовольствием. Ну окей, хорошо, если будет возможность, приезжайте, я с удовольствием, я вас встречу. Вот, если вы сюда ко мне прям приедете, вот в село, где я живу, да, я вам обеспечу там проживание какое-то, все будет хорошо. А если нет, если вы останетесь на побережье, ну мы тогда с вами на побережье увидимся. Вот, я приеду специально в том числе. Барнард пишет, учу немецкий, может из Германии заеду. Это вообще было бы прекрасно. Это очень хорошее решение, я вас поддерживаю. Если есть такая возможность. Вот. В Германии многие из бывшего соцлагеря устраиваются достаточно неплохо. У нас есть 2 бойца, которые тоже живут в Германии. Вот. И, по-моему, живут неплохо, судя по всему. Так, и Барнард пишет, спасибо. И вам тоже спасибо большое. Да, и, братцы, еще одно короткое объявление. Я надеюсь, что в этом году у нас все-таки семинар какой-то состоится. Смотрите, Болгария вроде бы, я уже, честно говоря, запутался, то они хотели с 1 мая открыть свои границы для всех, то с 1 июня, потом опять на май как-то перенесли. В общем, не совсем понятно, но мне кажется, сейчас уже какие-то полеты будут возобновляться сюда, в Болгарию. То есть можно уже совершенно официально, нормально приезжать. Ребят, не забудьте только о ПЦР-тесте вот этом антивирусном, да, значит, и может быть у меня в конце концов тоже сложится какая-то возможность, скажем, в Украину съездить с семинаром. Если не сложится, то я ребят, бойцов из Украины жду к себе тоже в том числе. Вот. И если есть такое желание сюда приехать, давайте будем говорить в следующих стримах о какой-то дате, будем как-то обсуждать, как приехать, что приехать и так далее. Я опять объявлю все условия, как сюда ехать и прочее, прочее, прочее. Вот. И этот семинар будет не менее интересным, я думаю, чем предыдущие. В том числе, значит, ребят, я просто напомню, помимо того, что мы обязательно будем касаться тех аспектов боевого искусства, о которых мы говорим постоянно на стриме, мы обязательно будем цена, причем каждый раз, каждое
каждую тренировку мы с вами будем цена гонять, поэтому вы уедете отсюда не только с общим впечатлением, например, о каких-то разделах боевого искусства, но уже с наработанными достаточно вещами. Мы будем говорить об атаках, защитах, мы будем говорить о входах, мы будем рассматривать самые-самые разные ситуации, в том числе, я надеюсь, мы поработаем с вами лежа, сидя там, ну и так далее. Вот. И кроме того, братцы, у кого есть сомнения, вот, например, у кого есть желание осваивать Lao Feng Shuan, но как-то не можете взяться за это и так далее, тоже приезжайте, пожалуйста, на семинар. Вы здесь стартуете достаточно легко, вы поймете, что такое Lao Feng Shuan, здесь вот прямо, например, и это будет хорошим стартом к дальнейшему его освоению. Но тоже касается и ребят винчунистов, тоже касается тех, кто интересуется пахе, например, и так далее, да? Окей. Ну и Фанзичуань там, кому интересно тоже. В общем, в любом случае, братцы, приезжайте, да? Нику пишет: добрый вечер, вам доброго вечера. Скажите, почему вы ни с кем не снимаете спарринги? Почему же? Уже 100 раз приходилось отвечать, что спарринги есть на этом канале. Пожалуйста, посмотрите, вы их легко найдете. В Болгарии много клубов по боевым искусствам, и найти с кем поработать можно же. Да, можно, мне, ребят, лень очень, честно говоря. И здесь, значит, клубы, очень много клубов единоборческих, кёкушин, тэквондо, штакан там и так далее. Эти ребята не идут на контакт, они не хотят сражаться, у них спортивные дела такие, ну, как и в России, как и везде там, да. В общем, это не совсем то. А бойцов настоящих найти, ну, вы знаете, иногда на меня выходят бойцы здесь вот местные, значит, люди, которые здесь работают, что-то практикуют. Ну, вот мы договаривались, например, с одним таким бойцом, он в итоге ушел в сторону как-то, да, отказался, при том, что мы договаривались вот в Бургасе встретиться, там, поработать вместе, там, ну, в смысле, поспарринговать там и так далее. То есть это, ребят, не от меня зависит, это больше от вас зависит, поэтому, как говорится, you welcome, да. Так, Нику пишет: просто хочется увидеть подтверждение ваших слов именно в бою, и пусть хоть спортивным по правилам. Не, я по спортивным правилам просто не работаю априори, это вообще не мое. Ну какой смысл шахматисту играть в шашки, например, или наоборот? Ну, ребят, ну это разные дисциплины вообще. Нет, без этих правил, без всяких и так далее. Вот. Еще раз, Нику, если вы хотите, вы легко найдете спарринги эти. Ну, легко, нелегко. Кто-то находил у нас на канале, кому-то мне приходилось там показывать там и так далее. В общем, это есть все на канале для тех, кто не ленится, кто может найти. Нику пишет: чтобы задать людей на семинар, наверное, надо как-то подтвердить свои навыки в бою. Ну, это уже подтверждено, и у нас есть бойцы, которые видели мои спарринги, которые сами участвовали в этих спаррингах, которые сами сюда приезжали, вот, и которые пользуются уроками нашего канала и так далее. Так что с этим проблемы вообще нет, и у нас много кто знает, как я сражаюсь, как я работаю и как я преподаю, например, да? Окей. Так, Нику пишет: у вас есть хорошие клубы по Винчунь. Неужели проблема провести спарринг? А вот нет. В ближайшем моем окружении, среди тех населенных пунктов, которые меня окружают, здесь нет винчунистов. Это надо в Софию ехать. Ребят, вы что, серьезно? Я вот, значит, несколько часов туда и несколько часов потрачу. Значит, вот туда я буду ехать там часа 4, обратно буду часа 4 ехать, да? Ради там 15 минут спарринга там, например, с кем-то. Серьезно? Не, это не мой стиль. Так, секунду. Кёкушинцы вообще никогда не отказывают в спарринге. Отказывают, Ник. Так, странно. То есть у вас на канале спарринги без правил, что ли? Да, конечно. А почему это странно? Мы единоборствами здесь не занимаемся. Нику пишет: а где увидеть бойцов, которые к вам приезжали? Здесь же на канале немало было демонстраций, значит, бойцов, которые в том числе участвовали в семинаре. У нас есть много очень нарезок с разных семинаров. Вот, там вы можете посмотреть на этих бойцов в том числе. Ну, короче, не поленитесь посмотреть на канале, да. Еще раз, вам это интересно, вы это найдете, следовательно. Окей, ну, в соответствующих плейлистах нашего канала. Так. Еще раз, братцы, большое спасибо за участие в этом стриме. Прошу прощения за технические накладки, которые у нас возникли. YouTube почему-то порубил этот стрим на два. Надеюсь, что на канале это будет два разных видео хотя бы. То, что он их, YouTube их 100% не склеит, эти видео, да? Окей. Нико пишет: ну согласитесь, эти 4 часа поездки и работа в спарринге может поднять ваш авторитет. Долгая дорога этого стоит. Нет, мне этого не стоит. Я не гонюсь за авторитетом вообще. Приезжайте сюда, и вот будет вам авторитет, если вы хотите.
а я за этим не буду ездить. Это еще раз, это не мой стиль. Я для этого слишком ленивый человек, для того, чтобы гнаться за какой-то непонятной популярностью, куда-то ехать. И это я вас сюда приглашаю все время, вы приезжайте. Нику пишет, я видел работу в паре, но спаррингов и тем более без правил вообще не видел. Ну, посмотрите их, найдите. Так, братцы, еще раз большое спасибо. Всем хороших праздников, хороших выходных. Тем, кто отмечает Пасху, поздравления, соответственно, от меня. И всего вам доброго, до следующих видео. Я надеюсь, что мы сегодня неплохо с вами поговорили не только о Болгарии, как в конце вот сейчас этого стрима, но и поговорили неплохо о Цалифо или Чолифут. Я надеюсь, на какие-то основные вопросы по этому поводу я ответил. Вот, и надеюсь на какую-то обратную связь в том числе. Кстати, если вам интересны какие-то боевые направления, китайские, конечно, традиционные, а не какие-нибудь новоделы там бессмысленные, вот, пожалуйста, тоже пишите, и я постараюсь как-то на них тоже обратить внимание. Всего доброго, скоро увидимся.